Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим самый наивкуснейший гарнир, который отлично подходит к любому мясу или рыбе. Для начала я нарежу морковь. У меня морковь среднего размера, всего лишь одна штучка. Морковь я нарезаю достаточно тонко, обратите внимание, какие кусочки получаются одинаковые, ровненькие. Это делается для того, чтобы она потом пропеклась хорошо. Перекладываю морковку в миску. Теперь я подготовлю лук. У меня это половинка одной большой луковицы. Сначала я разрежу ее пополам, а потом нашинкую достаточно тонко. Отправляю лук в миску с морковкой. Теперь точно так же нужно будет достаточно тоненько нарезать болгарский перец. У меня будет 2 болгарских перца, я всегда их беру разного цвета. Это просто для того, чтобы все это красиво выглядело после приготовления. Перец тоже отправляем в миску, теперь уже с луком и морковкой. Перец я тоже нарезаю достаточно тонко. Вот такого примерно размера они должны быть. Отправляем все в общую чашу снова. Теперь я возьму чеснок. Чеснок я резать не буду, я его просто раздавлю. Это я делаю для того, чтобы просто выпустить немного аромата. 3 зубчика я положу сейчас, и еще сохраню 2-3 зубчика под конец. Чеснок также отправляем в общую миску. Теперь займусь картошкой. Картошку я разрежу пополам. Потом поделю каждую половинку на 3 части. И порежу на небольшие кусочки. Кусочки должны быть одинакового размера. Вот примерно такие. Картофель тоже отправляем в общую миску. Теперь нарежем кабачки. Кабачки должны быть очень молоденькие и нежные. В моем случае я взяла 2 цукини. Мне нравится брать цукини, потому что у них очень красивый зеленый цвет. Нарежу цукини полукольцами. Обратите внимание, что кусочки цукини я делаю немножечко побольше, чем остальные овощи. Цукини очень быстро готовится, поэтому его кусочки могут быть чуть крупнее. Вот такие примерно. Перекладываем цукини в общую миску с овощами. Теперь я добавлю оливковое масло. Мне нравится добавлять оливковое масло, потому что оно имеет свой собственный аромат. Если у вас оливкового масла нет, любое растительное подойдет. Я обычно добавляю на глаз, но у меня это примерно 3 столовые ложки. Теперь нам понадобятся любые специи для овощей по вашему вкусу. А также соль по вкусу. Теперь все овощи нужно хорошенечко перемешать. Я всегда это делаю рукой, это более удобно. Посмотрите, все овощи равномерно покрыты специями, солью и оливковым маслом. Овощи высыпаем на большой противень. Свой противень я застелила фольгой. Пергаментная бумага в этом случае нам не подойдет, потому что овощи на пергаменте начнут вариться, а нам нужно, чтобы они запеклись. Овощи я уже поставила в духовку на температуру 200 градусов по Цельсию. Запекаться они будут примерно 50 минут. А пока они готовятся, я нарезаю зелень. У меня это петрушка. К петрушке я теперь добавлю оставшиеся 3 зубчика чеснока. В этот раз я их выдавлю через чеснокодавку. Кстати, важный момент. Наши овощи в духовке нужно будет перевернуть хотя бы 2 раза за время приготовления. Через первые 20 минут и потом снова через 20 минут. Примерно за 5 минут до готовности овощей я их вытаскиваю и посыпаю зеленью и свежим чесноком. Овощи нужно будет вернуть обратно в духовой шкаф примерно 5 минут. Ну вот наши овощи готовы. Посмотрите, какие красивые. Они равномерно пропеклись и даже слегка подрумянились. Эти овощи отлично подходят к мясу, к рыбе или курице. Смотрите, какая красота.
Подписывайтесь на мой канал. Кушать подано.